Эта заброшенная крепость в горах полностью закрыта для посещения. После череды громких суицидов местные власти приняли решение повесить предупреждающие знаки с надписью «Запретная зона», а дорогу, ведущую в лес, перекрыли бетонными блоками. В рамках этого громкого дела в сеть интернет утекли жуткие фотографии, сделанные криминалистами. Там изображены изрезанные и истерзанные детские куклы, части животных и не только, а также другие жуткие доказательства преступлений против человечности и здравого смысла. Я не могу тут показывать эти фото, чтобы YouTube не заблокировал видео. И вот теперь я поставил себе цель прийти в это запрещенное место ночью, чтобы обследовать подземелья, поставить скрытые камеры и переночевать там до утра. Я нашел едва заметный обходной путь через горы и, взяв рюкзак, отправился в поход. Вначале мной двигало любопытство и энтузиазм, но когда я осознал весь ужас того, почему оно закрыто, было уже Слишком поздно. Смотри до конца. Так, друзья, приветствую на канале Шульц Любопытный. Сегодня я один в лесу. Я сегодня не сам. Со мной сегодня большой рюкзак. Вы можете видеть, у меня тут есть каремат. Там дальше спальный мешок. Сейчас я уже почти добрался до пункта назначения. Подхожу к заброшенному замку. Сейчас вам буду его показывать. Черный замок — это небольшая сторожевая крепость, которая была 600 лет назад форпостом и в горах прикрывала вход в долину. Но с самого ее основания она была как будто проклята. Она очень много раз меняла своих хозяев, и ни один из них не умер своей смертью. Но в 1600-х годах там произошла жуткая трагедия, а именно загорелись и взорвались пороховые склады, которые там были. И весь гарнизон крепости, более 100 человек, навсегда остался похоронен под завалами до сегодняшнего дня. С тех пор это место начало привлекать очень странных людей, каких-то маньяков, убийц, психопатов, сектантов, которые там в течение последних 100 лет проводили очень странные обряды, приносили какие-то жертвы и в принципе занимались очень странными и, откровенно говоря, неприятными делами. Но все закончилось тем, что весной несколько подростков сбросили с крепостной стены на скалы и погибли. Это жуткое событие получило огласку, и с тех пор крепость была полностью закрыта для посещения. И в 7 километрах при входе в лес были выставлены шлагбаум, а дорога была перекрыта бетонными блоками. Когда я добрался до замка, я был шокирован от увиденного. Буквально везде на деревьях возле входа стояли таблички, висели ленты, которые предупреждали, что эта зона закрытая и запрещенная, и вход строго запрещен. И лучше бы я реально туда не пошел, потому что то, что дальше со мной случилось, едва ли не стоило мне жизни и сильно подорвало мое здоровье. Именно там я получил серьезную травму и остался в лесу с поломанной ногой. И лишь только чудом мне удалось добраться до трассы, словить попутку и доехать в город. Диагноз был неутешительный: перелом, разрыв связок, растяжение сухожилий. И вот спустя 1,5 месяца реабилитации я имею возможность для вас наконец-то выпустить этот долгожданный выпуск. Поэтому досмотрите его до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Слышите эти крики странные? Свечу фонарем, они прекращаются.
Но я читал об этом замке много всякой ерунды. И реально страшных мистических легенд. И вот сейчас на подходе к нему из леса доносится просто жуткий рев. Именно рев. Я не знаю, какой зверь так может орать. Если вы знаете, кто это кричит, напишите. Писец. Писец. Вы слышите, это дофига этих криков. Я реально слышу, как кричат разными голосами. Вот, свистят, пищат, рычат. Вот что это такое? Может быть, все-таки я зря согласился переночевать в этом лесу? Ладно, буду идти в замок заброшенный. Может быть, там будет безопаснее. Так, я пока глаз никаких не вижу, надеюсь, не увижу. Ладно, ребята. Буду чуть-чуть идти. Капец. Я нахожусь на горе, там внизу, может быть, вы видите свет города. В километрах, может быть, 6-7 город. Ну, небольшой населенный пункт. Капец, ребята, вы не представляете, насколько это стрёмно. Вообще никогда таких криков не слышал. Ребята, видите это ущелье? Мне сейчас надо будет по нему пробраться, чтобы выйти в замок. И тут реально давно никто не ходил. Тут я вижу, реально никто давно не ходил. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Хотя вот дерево вот спилено недавно. Ух ты! Показалось, что кто-то сзади. Так, ребята, вот дорогу мы вышли. Смотрим, направо или налево. Должен быть сам вход в замок уже. Ух ты!
Да, дорога, смотрите. Опа. Висят какие-то надписи. Смотрите, ленты. Я читал, что на входе в замок будут ленты. Потому что там происходили разные преступления. Так, ребята, я вышел уже к замку. Вот ущелье, с которого пришел. И вот вы можете видеть ленты. Там справа внизу город, километрах 7. Ночью доносится всякий звук. Место закрыто, написано «Вход запрещен». Но когда нас это останавливало? Табличка «Вход запрещен», ленты «Вход запрещен». Черт, ребята, извиняюсь, если все сейчас будет шататься. У меня все сейчас... Слышали звуки? А вот, друзья, тропинка, сам замок. Я стараюсь сделать вид, что мне не страшно, ребята. О, стена. Видите? Мы реально пришли в замок. О, а вот и стены, ребят. Разрушенная стена. Я сильно светить не буду, потому что тут вход написано запрещен. Я не сильно хочу, чтобы меня тут оштрафовали. Да, ребята. Замок. Слушайте, я такого количества звуков в жизни не слышал. Капец. Какая-то тварь рычит вовсю, пищит. Я не знаю, я в афиге просто. Тут такое место глухое. Ребята, вокруг везде эти ленты. Вход запрещен. Представляете? Вначале были ленты «Вход запрещен», а вот сама крепость. Это замок. Опять ленты «Вход запрещен». Так, ребята, смотрите, какое тут интересное место. Старая заброшенная крепость. На улице, кажется, дождь начинается.
Там сверху окна даже есть. И впереди тоже. Сука, еще собаки где-то лают. Ребят, видите подземелье? Сука. Постоянно что-то кажется. О, блядь, птица. Испугался. Опа. Тут, скорее всего, когда-то свечи стояли, ребята, видите, закопчено. Какая-то бумага лежит, я не буду ее трогать. Засыпана ниша. Вода. Ребят, напишите, вы в таком бы месте переночевали? Вы только подумайте, когда-то, почти 600 лет назад, в этом месте жили люди. Возможно, на этом складе, в этом подземелье хранилось вино, оружие и тому подобное. Но после взрыва все тут погибли, где-то тут подо мной. До сих пор лежат их останки разорванные. Сейчас я спущусь на самый нижний ярус и посмотрю, что есть в подземелье. Дырка какая-то. Бойница, ведь и бойница была когда-то. Ступеньки. Смотрите, что там есть. Куклы какие-то страшные. Фу, тут воняет чем-то так неприятно. Это реально ужас. Капец. Они реально страшно выглядят. Капец. Напишите, что это может быть. Да, блядь, постоянно что-то кажется. Так, ребята, я останусь в этом, не знаю. Я думал тут ночевать, но тут негде ночевать. Буду искать другое место, в другом каком-то помещении. Сейчас, ребята, поставлю камеру тут и посижу в темноте, послушаю, что тут происходит.
Вы только посмотрите на эту криповую куклу. Когда я потрогал ее волосы, они реально как будто настоящие. Я даже для интереса поджег немножко эти волосы, и запах был как от реальных волос. То есть эти волосы когда-то принадлежали какой-то девушке. То есть эти волосы кто-то отрезал с ее головы, и непонятно, что с этой девушкой сейчас. Жива ли она вообще? Или, возможно, она лежит где-то за крепостной стеной, на скалах. Но есть и другая странность. Страшные артефакты, которые мне удалось увидеть именно в кинохронике криминалистов, отсутствуют на месте. Вероятнее всего, они были забраны как вещественное доказательство. Но почему тогда эта жуткая кукла вообще находится тут? Неужели опять это место начали посещать странные неадекваты и принесли сюда свои странные какие-то игрушки или средства для проведения каких-то своих оккультических обрядов? Если тут кто-то есть, подай какой-то сигнал. Если тут кто-то есть, подай какой-то знак. Ребята, на таких нервах сейчас. 15 минут 12-го. Если тут кто-то есть, подай какой-то знак, сигнал. Покажись. Прояви себя как-то. Что-то было. Или мне показалось? Реально по ощущениям просто гробовая тишина, кромешная тишина и кромешная тьма. Я не слышу почти никакого звука. Тут такое ощущение, будто находишься в аду. Мне страшно осознавать, что возле меня сейчас как эти куклы. Я их не вижу, я не знаю, что с ними сейчас происходит. Говорю, у меня аж мурашки по коже. Но если что-то с ними происходило, я бы услышал, как они шелестят или двигаются. Но я ничего не слышу. Мне ничего не поменялось. Они как были, так и остались. Ладно, ребята. Ладно, ребята. Что-то упало. Твою мать.
Но я не вижу ни фонаря, нифига не вижу. Ладно, я буду брать камеру ночного видения. Так, ребята, включил камеру ночного видения. Я слышал, что-то падало там со стороны улицы. Буду по чуть-чуть выходить сейчас. Ни хрена не вижу, свечу под ноги себе. Надеюсь, меня там никто не поджидает. Я ни хрена не вижу. Ёлки-палки. Так, я никого не вижу. Так, я вообще никого не вижу. Что это тут было? Ладно, ребят, идем посмотрим наверх. Ребята, вроде тихо, я никого не увидел. Но что-то падало, может ветром что-то поздувало. Сейчас я хочу подняться наверх, посмотреть, потому что тут я точно ночевать не смогу, там очень сыро. Может, есть какие-то еще интересные места. О, еще одна дырка. Опа. Так, дырка в стене. Ага, тут я буду ночевать. Летучая мышь, он летает надо мной. Реально настоящая летучая мышь. Я слышал, что тут случилась какая-то трагедия, и то, что вы видели эти ленты, которые висели, это вроде как отголос какого-то преступления. Ходили слухи, что тут молодежь, малолетки приходили на это место,
И тут проводили какие-то свои обряды. И увидели старую и страшную куклу в подвале, которая уже там отсырела и лежит очень долгое время. Вполне возможно, что после того, как тут приехала полиция, то вроде показалось, и повесил эти ленты, с тех пор, вероятнее всего, эти малолетки сюда перестали ходить. Только лишь сейчас, сидя в комнате у компьютера, я осознаю, насколько жуткая и опасная ситуация тогда складывалась вокруг меня. Эти странные звуки падения чего-то с высоты, какие-то непонятные голоса, доносившиеся ветром, которые мне тогда показались, но камера их записала. Да и само по себе атмосфера места, которое к себе десятилетиями притягивало каких-то убийц, маньяков, неадекватов и насильников, не может быть безопасным. И, наверное, самое правильное, что я сделал, это то, что я решил ночевать на втором этаже, именно в той дырке. Именно это и спасло мне жизнь, но, к сожалению, не спасло мою ногу. Мне даже не удалось немножко уснуть, но если бы я знал, что происходит в данный момент на территории крепости, я бы любыми путями бы оттуда ушел. Звуки какие-то были. Короче, только что я слышал какие-то шаги, как будто кто-то прошел. Я вылез из спальника, короче. Ну, вроде как пошли куда-то вниз, или люди, или кто, не знаю. Сейчас, короче, посмотрю, что там. Летучая мышь летает.
вроде не ко мне. Что вы там напугало? Ладно, сейчас буду собираться, наверное. Все, ребята, отправляюсь домой. Это было одно из самых стрёмных моих путешествий в такие места. И очень надеюсь, что вам его также понравилось. Ребята, короче, утро. Я возвращаюсь назад. Видите, светает. Короче, два какие-то мужика меня, походу, поджидали на той дороге. Я побежал по склону вниз. Упал уже один раз. Ногу, походу, немного подвернул. Тут, короче, вообще нету кустов. Тут северная сторона, листья опали. Короче, я прям бегу сейчас в направлении трассы к городу. Я не знаю, что будет дальше. Блять. Вот оттуда. Там они были. Я уже вроде как в километрах полутора от города. Короче, блядь, буду идти. Фу, блядь. Только что, блядь, там голоса, свет. Да. Кажется, фонарь там был. Блядь, мне на камере осталось пару процентов. Надеюсь, что я дойду. Ой, твою мать. Ай, блядь. Ай, сука. Что я там, сука? Ебать, смотрите, блядь, кость вылезла. Фу, блядь, ну тут нормально, Тут, смотрите. Ебать, сука, пи***. Короче, ребят, не до съемки, нахуй. Короче, блядь. Все, блядь, ребята. Буду идти домой, сука, если дойду.